Уйти. Последний корм высыпал, надо будет съездить купить. Сейчас и на завтрак хватит перекусить. Уже подросли, такие хорошенькие стали. Эй, Наташа, сходи ты. Не волнуйся. Это все куда? Да. Рукой не ничего. Вешала партию. Косил, ребята, и вспомнил, что у меня деревце там одно поливается, и поливается уже, наверное, полчаса. Надо выключить воду. Сейчас посмотрим, там все залило, наверное. Что тут у нас? Ну так, не сказать, что прям не критично. Нормально. Угу, водичка стоит, все хорошо. Че, ребятки, погулять пойдете? Вот так, опа. Идите погуляйте. Все, выбегаем. Ути. Жарко им, не захотели выходить. Ну, теперь к ним курица зашла. Ух ты! Обрызгался. Вот, теперь сюда вот. Пускай поливается. Фу, ребята, зашел домой. Умылся немножко. Давай, отходи, мой хороший, сюда. Что-то подмерз зимой или что, непонятно. Жарко сегодня.
вся неделя такая. И знаете, у нас по вечерам напор слабый, потому что все люди приходят с работы, начинают поливать. Напор слабый. У нас в бочках вода стоит, вечером из бочек поливаем. Такой вот помидоры, огурцы, чтобы не засохли. Вот так вот у нас она выглядит, кто не видел. Степень затемнения 50%. Сетку я просто закрепил вот здесь вот так. Забил 4 колышка по краям, продели этот жгут, продели, и все. Вот. Ну и видите, я бы не сказал, что здесь прям темнее стало, но все равно немножечко затемнение есть, как будто бы легкая облачность. Фух. Да. Ну, ребята, давайте растите. Не закрываем ни днем, ни ночью теплицу. Она открыта всегда. На улице тепло, поэтому вот такая вот очень удобная вешалка. Я Кате решил сюрпризом подарить ее. Ей понравилось. Сейчас пойду возьму деньги и сгоняю за кормом. Друзья, на улице очень жарко. Я решил немножко переждать жару и отведать пирожков. Пирожки я сегодня с молочком хочу, а молоко у меня безлактозное, ребята, потому что лактозу я не переношу уже несколько лет. Раньше пил молоко литрами, резко потом пришла непереносимость. Принес 2 пирожка себе с яйцом и луком и с капустой. Свежая жареная капуста. Без лактозы. Вот, а еще я пью козье. Но сейчас козьего нет. Собрал такую чашечку. Я думаю, здесь килограмм 10, наверное, есть. Надо взвешивать сейчас дома. И посмотрим, сколько там у нас получилось. Друзья мои, решил я привести в порядок свои удочки. Давно не доставал их. Сейчас отцеплю, посмотрю, что почем, в каком все состоянии. И хочу сходить на рыбалочку, потому как погодка, ну, прям шепчет: сходи на рыбалку. Ну, сходи. И я подумал, что да, надо идти, надо идти. Правда, вот не знаю, у меня снасти с того года, может быть, обновить где-то. Ну, если будет обрыв, буду понимать, что, значит, надо это обновить. Леску. Ну, кстати, кто рыбаки, напишите, как часто вы меняете леску. Каждый год ее менять или не обязательно, я не знаю. Мне кажется, не обязательно, в принципе. Если удочка хранится в нормальных условиях, я думаю, что ничего не будет лески, да? Если она на солнце, наверное, где-то рассохнется. Она на солнце у меня не лежит. Сильно это заляпанная. Я решил ее просто протереть, от нечего делать. Ну, не от нечего делать, а просто на улице духота. Сейчас дождь прошел. А сейчас еще душнее будет. Еще более душно, еще душнее, не говорят тогда. Вот, ну, я решил зайти в мастерскую, в прохладу и привести в порядок удочку. В общем, ребята, я очень рад, что вы с нами. Я рад, что у нас с вами есть канал наш с вами. Я рад, что вы такие активные, заходите. Даже привлекает это ботов. Ботов очень много, заходят под видом россиян. Сегодня я просто просматривал, я редко просматриваю сообщения, которые YouTube отправляет на рассмотрение, потому что у меня стоит строгая модерация. Все маты, все проклятия, то есть он отправляет в особенное место. И я потом могу зайти в творческой студии YouTube и проверить, что там. Ну, сегодня я посмотрел, там столько, прям ощущение такое, что в ботаферму скинули мой канал или определенное видео, там под одним видео было особенно. И прям, ну, понятно, что типа от лица немцев пишут, от лица россиян, от лица украинцев пишут. Как правило, вот эти 3 направления. Вот иногда, редко бывает, что пишут от лица казахстанцев. Вот. Но это же все понятно. Как бы. Даже когда, знаете, смешно, когда от лица россиян пишут, и с такими ошибками,
ну просто, ну ни один даже самый, я понимаю, сегодня, конечно, уровень образования это не советский, но тем не менее такие ошибки делать это, ну, не будет даже у нас мальчик в 3 классе учащийся. Да, канал наш, он привлекает многих зрителей, люди заходят, им это нравится, и я рад, что людям нравится. Вот один человек вчера сказал, что, и этот вопрос мы сегодня обсуждали в Максе и в Телеграме, вот эта фраза, что ну, блогеры и все такое, это ярмарка суеты и не более. Ну, во-первых, вы знаете, я себя не считаю никаким блогером, хотя, ну, наверное, для людей, которые смотрят наш контент, наверное, они так и понимают, что ну, это так принято называть и считать, ну, даже пускай так, даже если я в каком-то плане. Меня как-то встретили, тоже говорят: о, вы блогер, я вас узнал. Это вы блогер? Я говорю, ну, начинающий, то есть, как бы, ну, там, кричать громко об этом. Дело в том, что, да, сегодня вот писали очень много ответов, много сообщений и в Телеграме, и в Максе о том, что наш канал – это для людей очень важная площадка, где можно просто по-тихому, по-спокойному, приятно зайти и пообщаться, потому что очень много сегодня всякой какой-то информации в мире, которая людей действительно утомляет, люди стрессуют, а у нас, в принципе, стресса нет. Но я, бывает, выставляю какие-то тоже интересные ролики, интересные комментарии, но я не думаю, что это сильно людей стрессует, потому что я это выставляю в юмористическом неком таком контексте. Я вам сейчас прочитаю. Сегодня у нас был такой комментарий. Ну, во-первых, да, мне сегодня взломали знакомую одну. И от нее приходит: привет, Влад, у тебя будет 50 тысяч? В четверг после обеда отправлю. Я понял, что ее взломали, но я пишу ей, написал в Максе, говорю, тебя взломали? Она говорит, да. Тогда я пишу ответ этому, кто взломал. Я говорю, конечно, будет. Ну, 50 тысяч будет? Я говорю, конечно, будет. Может, больше надо. Могу машину продать и занять. Ну, так как бы с юмором тоже немножечко так это шутим. Летит опять дрон, беспилотник, вернее, гудит. Слышите, как громко? И это уже мопед какой-то. Вон гудит, слышно. Сейчас я вам прочитаю это сообщение. Человек, которого зовут Виктор Осипенко, буква И, европейская. Раньше, когда вы жили в Германии, видимо, раз, а то и 2 раза, наверное, в год, ездили на море в Испанию, Италию, Хорватию, в другие страны. А сейчас есть чем похвастаться, похвалиться. Интересно, у людей, вот, может быть, цель какая-то жизни, они видят смысл жизни в том, что я живу, чтобы хвалиться. Но сегодня вообще общий тренд такой, да, наверное, нашей жизни, что люди больше показывают действительно свою жизнь, свои успехи, показывают все это на обозрение такое с той целью, чтобы показать, вот этого я достиг, вот этого я достиг, вот это вот у меня есть. И самоутверждаются как бы за счет тех, у кого нет такой возможности. И если человек не ездит, скажем, на море в ту же там Испанию, Италию, Хорватию, то у них создается впечатление, что, значит, о, я крутой, а вот я могу ездить, а он не ездит. А допустить такую мысль, что мне просто это неинтересно. Вы знаете, на самом деле я не ездил ни в Хорватию, ни в Италию, ни в Испанию, потому что мне это было неинтересно. Правда, реально неинтересно. Я и сейчас не хочу. Неинтересно мне это. Что я хотел бы, я бы очень хотел бы, Россия у нас такая огромная, я очень хотел бы путешествовать по всей России, везде вообще хотелось бы поездить, посмотреть, какой огромный континент, и это одна страна. И у нас и горы, у нас океаны, у нас моря, поля, рощи, леса, тайга. Ой, это вообще у нас такая прекрасная страна, ребята. Я не знаю, я хотел бы все это посмотреть. Ну и тем более в своей стране, в своем менталитете. Вот это все такое простое, все такое открытое. Да иногда до смеха простое и открытое, такое прям, до приятного смеха. Когда тебе просто радостно, что такие люди простые, такие какие-то шутки, какие-то обороты речи, да, там, не знаю, деревенские. Вот, мне вот это нравится. Наверное, я ненормальный, я не знаю. Хотя сегодня мне женщина одна написала из подписчиц, которые тоже вернулись
из Германии. Она говорит, тоже, я жила в Германии, мне тоже это было неинтересно. То есть мы все разные, мне это неинтересно. Но позже этот человек проявился в следующем облике. Вот что он написал. Сейчас это было в Телеграме. Что он еще здесь написал? Вот тот же самый Виктор Осипенко. Каким же надо быть недоумком, чтобы променять Германию на Лаптерейх? Ты о будущем своих детей подумал? Самое интересное, что такое мне писали 15 лет назад. То есть это явно какой-то настолько отсталый взгляд, что вот как можно Германию променять вот на какую-то там более бедную страну в их понимании. То есть они думают, что мы здесь действительно в лаптях ходим. Понятно, что кто это человек, понятно, из какой страны он пишет, понятно его настрой. Вот Витя раскрылся, Витя показал себя во всей красе. Ну что ж, тут просто без комментариев, мы посмеялись и все. То есть у меня на канале есть какие-то юморные такие моменты, тоже мы иногда шутим. Вот. Но, ребята, меня что сейчас интересует? Я готовлюсь к рыбалочке. Я приготовил удочки. Удочки мои. О, уже первая рыбка. Смотрите, салфетку поймал. Отцепись, отчепись. Сейчас мы тебя подтянем. И я хочу сходить здесь у нас на наше озеро, посидеть, порыбалить немножко. Вот это мне нравится. Не знаю, мне всегда в Германии не хватало, что вот надо куча правил каких-то, куча ограничений. Я не знаю, мне вот это вот пуще карасину, как в мультфильме там говорится. Мне вот, не мое это, не мое и все. Мне нравится свобода, мне нравится. Я куда захотел порыбачить, туда и пошел. И мне даже кто-то писал недавно, помню, не может быть, чтобы у вас свободная рыбалка была. Ну как не может быть? Ну как вам доказать? Но если человек хочет в это верить, конечно так и будет. Ну что ж, не может, значит не может. Не может быть. Не может быть. У вас тоже так плохо, как у нас должно быть. Ребят, в каждой стране все по-своему. Когда я в Германии жил, я спрашивал немцев, зачем вы этот дурдом придумали, что какой-то Ангельшайн. Я говорю, у нас любой ребенок идет на речку и рыбачит. Мы песканов ловили в Кемеровской области, вот таких пескарей. Ловили просто на подергушку. На подергон мы называли. Да, просто палочку вот отламываешь, просто веточку отломил, привязал леску, грузила. И этот самый крючочек. И все, заходишь по пояс в воду, у тебя к поясу привязан пакет целлофановый. Поднимаешь камень, резко надо его поднять. Река Иня, кто там живет, приток Оби, знаете, речка Иня. Вот на Инюшке мы рыбачили. Поднимаешь камень, а там мы их называли бикарасы, жучки такие, треугольные такие, жик. Вот, его берешь, этого бикарасика раз, нацепил, тут же опускаешь, хоп, и пескаря поймал. Ну, это ж такое удовольствие. И когда я рассказывал об этом немцам, знаете, большинство из них, западных немцев, они не знают свободы, и они не знают, что, они не могут мыслить в этом направлении. Они думают, что это очень плохо все, что свобода излишняя – это плохо. Наш человек думает, что излишние какие-то рамки – это плохо. И это так и есть, так и есть. Так и есть. Мы созданы для того, чтобы Бог Адаму что сказал? Вот земля, и ты управляйся на ней, работай на ней. В поте лица, да, работай, трудись. Все, вся земля, все животные, все тебе отдано. Я не говорю, что люди сегодня хорошо относятся к животным и все такое. То есть ошибок тоже много делают. Но дело в том, что это и есть свобода. Это и есть свобода Богом данная. Когда мы свободно ходим, рыбачим, когда мы ходим за грибами, собираем, хоть ты килограмм соберешь, а хоть ты 10 килограмм, хоть ты 100 килограмм грибов соберешь, да кому какая разница? Да, поэтому, не, ребята, нам вот эти вот берег, не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна, не. Это все вот не мое и все, поэтому я думаю, большинство из вас со мной согласятся. Не наше, да и все. А как хорошо посидеть с удочкой без страха, что тебя сейчас накроет какой-нибудь там рыбнадзор, там, я не знаю, еще кто-нибудь. Я знал одного дедушку немца в Германии.
Он мне говорил, вот мы с тобой здесь сейчас друзья, да, но если я тебя встречу на рыбалке, и ты будешь рыбачить где-нибудь в неположенном месте, я тебя оштрафую на 1200, это моя работа, ничего личного. Вот. У меня еще и пистолет, говорит, есть. Я когда засмеялся, он говорит, да-да, у меня еще и пистолет есть, попробуй не заплати. Ну, вот и все, вот вам вся дружба, вот вам все товарищеские отношения, ребят. Ну, все. Поэтому, знаете, Восточная Германия и Западная Германия, они не сходятся в общих пониманиях во многом, потому что восточные немцы, они жили при социализме, и они знают другую жизнь, они разницу почувствовали, они знают, что есть другое. Поэтому, ну а западный немец нет, он другой человек, к сожалению. Мне их жаль, искренне жаль, потому что то нельзя, это нельзя. И когда я немцев спрашивал, да что такое, мух налетело сколько? Значит, когда я немцев спрашивал, зачем вы такое придумали, что за законы, он говорит, ну смотри, вот нас сколько людей в Германии, и сейчас всем разреши, они всю рыбу выловят, и рыбы больше не будет. Вот так вот. И рыбы больше не будет в Германии. Вот поэтому вот сделали такое, чтобы ее много не ловили. Да. Ну ладно. Все, удочки готовы. Так, надо дверь закрыть. Тут у меня прохладно, они сейчас с духоты залетают все в прохладу мухи. Хорошо. Я не знаю, буду записывать или нет свою рыбалку. Ну, неудобно будет сидеть, там камеры какие-то, все это такое. Направить сюда камеру, туда направить, это не особо. Скорее всего, может, я просто фотки вам пришлю, потом рыбок, если что-то поймаю. Если ничего не поймаю, просто посижу да отдохну. Сегодня я хочу пойти, сейчас во второй половине дня, сейчас пообеду, наверное, и поеду на велике туда. Все, ребят, всем хорошего дня и настроения. Муха, ты надоела мне. Добрый вечер, друзья. Я выехал на природу, нахожусь в том самом месте, где я снимал ролик. Сейчас покажу. Вон моя удочка. Закину. Вот там где-то поплавочек. Вон он стоит. Вот. В общем, красота, тишина. Все замечательно. Пару человек сейчас были. Так, что-то клюет, ребята, клюет. Так, клюет. Ага, сейчас. Может, сейчас что-нибудь поймаем. Так, ребят, я телефон не смогу держать одной рукой. Смотрите, сейчас я покажу вам поклевочку. Не смогу смотреть и сюда, и туда. Оп, 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 оп. Так, кто-то есть там. Кто-то там есть, ребята. Сейчас я вытащу, покажу. Кто-то маленький. Так, сейчас мы вытащим. Кто-то маленький, окушок, наверное, маленький. Васьки. Давайте, конечно же. Васьки мы поймали рыбку. Васек порадуется. Вот такой вот. Окушочек. Ваське пойдет. Не столько за рыбой, ребят, сколько за удовольствием и Ваську порадовать с Сонькой. Были люди, подъехали, отец с сыном пару раз закинули, рыбку поймали, потом мы тут запутались, перехлестнулись. Они решили уехать. Пошли там, постояли на том берегу. Сейчас ушли, по-моему, это они тоже стоят на другом берегу. Папа, у меня клюет, все идет. Так, смотрите. Сейчас. Это закидушечка. И здесь, когда хорошо клюнет, она сбросит вот эту штуку с колокольчика. Короче, ладно, все, я, если что поймаю, я вам потом покажу обязательно. Надо смотреть и сюда, и сюда. Все. Красота, ребят. Тишина и покой. Птички чирикают. Да, я еще пельменей наел, вообще прекрасно. Все, клюет, ребята, клюет. Сейчас. Так, здесь что-то перестало, а там клюет. Клюет, ребята, клюет. Вот он поплавок, но плохо видно такого. У меня телефон недорогой, поэтому резкость, наверное, не особая. Что-то клюнуло и успокоилось. Какая природа, ребят, смотрите, как хорошо. Какие места красивые. Лепота просто. Просто лепота.
Вон голубь прилетел. Голуби в гнездо здесь где-то в кушарах. Вот они птенцов кормят, летают туда-сюда. Вася, красавчик мой, иди сюда, рыбку я тебе дам. Я ему маленьких рыбок наловил. Сейчас, где там рыбки у нас маленькие? Ну-ка. Ай, какая вкуснятина. Давай. Ешь, ешь. Первый раз он у нас рыбку ест. Ешь, ешь, ешь. Ешь, ешь, я не с тобой разговариваю. Что ж, друзья, вот у меня вот такой карасик. Окушок неплохой, средненький. И вот такая вот красноперочка. Ну, а здесь мелочевка. Одну я скормил уже Ваське. Я Ваське с Сонькой взял вот таких небольших рыбешек. Чисто так ради прикола, как говорится. Ну, там их, по-моему, штуки 3. Ну, вообще такие вот маленькие есть. Чисто для Васьки с Сонькой взял. Вот, сейчас будем кормить. Сейчас будем кормить. Вот он, красавчик. Вася, на тебе рыбу. Вот так тебе. Ай, ты мой, вкусно тогда. Ешь, 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 ешь. Ешь, ешь, ешь. А, вкусно рыба. Рыбой в руки пахнут. На улице дождь пошел. Все мокрое, я успел удочки свинтить и сбежать. Ешь, 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 я не с тобой разговариваю.